Когда мы слышим о суперуспешных предпринимателях, мы редко задумываемся о их личных привычках и ритуалах, которые могли бы способствовать их миллиардам. Возьмем, к примеру, Илон Маска, который известен своим необычным подходом к управлению временем. Он разбивает свой день на пятиминутные интервалы, что позволяет ему быть максимально продуктивным. Такой подход помогает ему погружаться в сложные задачи без отвлечений и буквально сжимает время, оставляя место лишь для важного. Другой пример — Ричард Брэнсон. Он ежедневно начинает свой день с физических упражнений. Но это не просто привычка быть в форме. Это часть его боевого настроя на каждое новое утро. Бодрая тренировка на свежем воздухе дает ему заряд энергии и креативности, который он воплощает в своих бизнес-проектах. Еще одна загадочная привычка, которая выделяет Билла Гейтса, это его любовь к чтению. Он читает 50 книг в год, и это не просто цифры. Гейтс уделяет особое внимание книгам на темы, которые расширяют его мировоззрение и дают новые идеи для бизнеса. Это позволяет ему быть впереди других и предугадывать рыночные тренды. Кажется, что у таких людей, как Маск, Брэнсон и Гейтс, на первый взгляд есть некие сверхспособности. Однако их привычки доказывают, что за успехом стоят не только гениальные идеи, но и ежедневные ритуалы, которые помогают им оставаться на вершине. И, возможно, в этом таится секрет их многомиллиардных успехов. Но как же они справлялись с провалами, которых никто не ожидал? Тайные провалы, которых никто не знает. Не всегда все идет гладко в мире бизнеса. Даже величайшие бизнесмены сталкиваются с провалами, о которых предпочитают не распространяться. Например, Стив Джобс, который был легендарным лидером Apple, однажды столкнулся с собственным изгнанием из компании, которую он создал. В середине 80-х годов, после неудовлетворительных продаж компьютера Macintosh, Джобс оказался в конфликте с советом директоров и был вынужден покинуть компанию. Но именно этот провал стал для него уроком, который позволил ему вернуться в конце 90-х и поднять Apple на новые высоты. Другой пример — Джефф Безос, основатель Amazon. В начале 2000-х годов Безос запустил проект Fire Phone — смартфон, который должен был конкурировать с лидерами рынка. Однако устройство провалилось грандиозно, заставив компанию потерять миллионы долларов. Вопреки этому Безос извлек уроки из этой ошибки и сосредоточился на других областях, таких как разработка голосового помощника Alexa, что в конечном итоге помогло укрепить позиции Amazon в секторе технологий. Ричард Брэнсон, знакомый нам по своей компании Virgin, также не раз терпел неудачи. Он предпринял попытку выйти на рынок напитков с Virgin Cola, надеясь бросить вызов гигантам индустрии, но продукт не выстрелил и проект был закрыт. Тем не менее, Брэнсон всегда умел находить новые возможности и диверсифицировать бизнес, чтобы компенсировать потери, что и стало одним из ключевых факторов его успеха. Провалы и ошибки — неотъемлемая часть пути каждого предпринимателя. Именно понимание и анализ этих неудач позволяет бизнесменам не только выживать, но и переосмысливать стратегии, создавая импульс для последующих успехов. Какой же урок скрыт в этих поражениях, который может изменить будущее бизнеса? Рискованные решения, изменившие мир навсегда. Когда дело доходит до принятия рискованных решений, некоторые предприниматели обладают особым чутьем на то, чтобы увидеть возможности там, где другие видят только опасность. Рассмотрим пример Илона Маска, который вложил все свои деньги от продажи компании PayPal в Tesla и SpaceX, несмотря на огромное число скептиков. В середине 2000-х годов, когда компании находились на грани банкротства, Маск рисковал всем, включая собственное благосостояние. Этот шаг оказался поворотным. Благодаря его решимости Tesla стала лидером в области электромобилей, а SpaceX успешно вывела человечество на новый уровень космических исследований. Перейдем к Стиву Джобсу, известному своим неожиданным и зачастую спорным решением запустить проект Think Different. В 90-х годах, когда Apple теряла свою долю на рынке, Джобс пошел на риск, изменив стратегию маркетинга и представив серию креативных рекламных кампаний. Этот риск оправдался. Бренд Apple превратился в символ инноваций и креативности, что сыграло ключевую роль в возрождении компании. Позже мы видим, как Джефф Безос принял смелое решение расширить Amazon не только как интернет-магазин, но и в сфере облачных технологий. В ранние 2009-е годы, когда еще мало кто осознавал весь потенциал облачных сервисов, Безос инвестировал большие средства в Amazon Web Services. Это решение привело к тому, что AWS стала одним из самых прибыльных направлений компании, обеспечив лидерство Amazon в этой отрасли. Эти случаи демонстрируют, как рискованные решения могут не только изменить судьбу компании, но и оказать влияние на индустрии в целом. Эти предприниматели не боялись идти против течения и брать на себя большой риск, что в конечном итоге позволило им достичь невероятных высот. В следующей части мы рассмотрим, как неожиданные наставники и их влияние могут сыграть не менее важную роль в успехе бизнесменов. Неочевидные наставники и их влияние.
Продолжая тему влияния на путь великого бизнесмена, неотъемлемой частью успеха многих из них становятся неожиданные наставники. Часто именно их советы и поддержка помогают сделать первые шаги или преодолеть кризисы. Возьмем, к примеру, Билла Гейтса, основателя Microsoft. В юности он нашел поддержку в лице Уоррена Баффета, одного из величайших инвесторов нашего времени. Баффет помог Гейтсу взглянуть на бизнес через призму долгосрочных инвестиций и стратегий, что позволило Microsoft вырасти в мощную корпорацию. Гейтс неоднократно отмечал, что советы Баффета о важности установления приоритетов и учета человеческого фактора оказались бесценны. Переходя к другой легенде, Стиву Джобсу вспоминается его встреча с Эдвином Лэндом, изобретателем и основателем Polaroid. Лэнд вдохновил Джобса на создание продуктов, которые меняют мир, нацелив внимание на дизайн и пользовательский опыт. Это влияние Лэнда оказалось критичным в разработке продуктов Apple, таких как Mac и iPhone, которые вышли за рамки обыденности и стали культовыми. Другой пример — Марк Цукерберг, создатель Facebook. В начале своей карьеры он получил поддержку от Стива Джобса, который дал ему множество ценных советов о стратегическом планировании и вдохновлял на создание инновационных решений. Под таким влиянием Цукерберг значительно укрепил позиции своей компании, превратив Facebook в глобальную социальную платформу. Эти примеры показывают, как значимы могут быть советы и наставления от более опытных лидеров. Они не только помогают молодым предпринимателям избежать ошибок, но и вдохновляют на достижение новых вершин. Наставники дают своим подопечным инструмент и уверенность, необходимые для успеха, которые порой невозможно найти самостоятельно. Но не менее важную роль в становлении компании играют инновации, временами кажущиеся безумными, но именно они способны раздвинуть границы возможного. Инновации, которые были на грани безумия. Погружаясь в мир бизнес-инноваций, часто сталкиваешься с идеями, которые на первый взгляд кажутся безумными, но именно такие проекты могут изменить мир. Взглянем на решение Илона Маска основать компанию Neuralink. Маск, известный своим авантюризмом, на этот раз поставил цель создать интерфейс мозг-компьютер, который позволит людям взаимодействовать с технологиями напрямую через мысли. Необычная идея, не так ли? Скептики усомнились в успехе, но Маск продолжает двигать эту инновацию вперед, надеясь, что она позволит лечить неврологические заболевания и даже усилит человечество. Эта граничащая с научной фантастикой идея подчеркивает его стремление идти за пределы возможного. Еще один пример. Джефф Безос и его проект Blue Origin. В конце 90-х годов, когда Amazon только набирал обороты, Безос основал космическую компанию, чтобы обеспечить доступное и безопасное путешествие в космос. Многие сочли это безумием — начинать такой проект в разгар развития интернет-торговли. Однако Безос верит в будущее, где космический туризм станет обыденностью. Сегодня Blue Origin успешно проводит испытания и планирует коммерческие полеты, подтверждая, что рискованные идеи могут стать реальностью. Стив Джобс никогда не жалел об амбициозных проектах, которые на первом этапе казались абсурдными. Примером может служить создание первого iPhone. В середине 2000-х годов рынок мобильных телефонов был насыщен, но Джобс увидел возможность объединить музыкальный плеер, телефон и интернет-устройство в одном девайсе. Этот проект превратил Apple в одного из лидеров на рынке смартфонов и стал образцом для подражания. Эти инновации показывают, что иногда именно на грани безумия рождаются идеи, которые изменят мир. Прыжок в неизвестность требует смелости и уверенности, что усиливает позиции бизнес-империй и вдохновляет других предпринимателей на поиски новых горизонтов. Следом мы узнаем о неожиданных партнерствах, которые стали поворотными для многих компаний. Беспрецедентные альянсы, которые никто не ожидал. В мире бизнеса часто бывают союзы, которые на первый взгляд кажутся невероятными, но именно они способны изменить не только компании, но и индустрии. Рассмотрим пример партнерства между Microsoft и Apple в 90-х годах. На тот момент Apple находилась в кризисе и нуждалась в финансировании и поддержке. Вопреки ожиданиям, Билл Гейтс, человек, которого многие считали главным конкурентом Джобса, предоставил Apple инвестиции в $150 миллионов. Этот шаг не только укрепил позиции Apple на рынке, но и заложил основу для дальнейших коллабораций в области программного обеспечения. Идем дальше с интересным альянсом между Tesla и Toyota. В начале 2000-х годов, когда Tesla только начинала свой путь, японский автогигант инвестировал в компанию Маска и заключил контракт на совместную разработку электромобилей. Это партнерство позволило Tesla ускорить развитие технологий и получить доступ к ресурсам и опыту Toyota, что сыграло ключевую роль в становлении Tesla как лидера в индустрии электромобилей. Не менее значимо партнерство Starbucks и PepsiCo. В 90-х годах Starbucks стремилась выйти на рынок напитков, но не имела опыта в этом направлении. В результате сотрудничество с PepsiCo был
запущен бренд готовых к употреблению кофе, который быстро стал популярным. Это альянс показал, как две разные компании могут совместно создать успешный продукт, используя сильными сторонами каждой. Эти примеры демонстрируют силу неожиданных альянсов в бизнесе. Подобные партнерства не только ускоряют рост компаний, но и меняют рынок, расширяя возможности для инноваций и новых продуктов. Интрига таких союзов в том, что они часто начинаются из нужды или несоответствия, но именно в этом скрывается их успех. В дальнейшем мы увидим, как эти союзы могут повлиять на изменение стратегии в критические моменты. Радикальные изменения стратегии в критические моменты. Иногда судьба компании зависит от радикальных изменений в стратегиях, принятых в критические моменты. Рассмотрим пример компании Netflix в начале 2000-х годов. Когда DVD-аренда начала терять популярность, Рид Хастингс, основатель Netflix, принял смелое решение перевести бизнес в онлайн-пространство, начав трансляцию фильмов и сериалов через интернет. До этого времени такая модель казалась рискованной, но Хастингс увидел в ней будущее. Это радикальное изменение стратегии позволило компании доминировать в мире стриминга, разрушив традиционные модели телевидения и киноиндустрии. Дальше идем к Microsoft в 90-х, когда Билл Гейтс осознал, что интернет станет ключевым элементом в бизнесе. Вопреки критике и скептицизму, он изменил стратегию, сделав интернет-браузер Internet Explorer неотъемлемой частью операционной системы Windows. Это движение помогло Microsoft укрепить свою лидирующую позицию на рынке и открыть новые возможности для пользователей. Также стоит упомянуть о компании Apple в середине 2000-х, когда Стив Джобс решил полностью пересмотреть подход к разработке компьютеров, представив MacBook Air. Этот ультратонкий ноутбук произвел фурор на рынке, показав, что компактность и эффективность могут идти рука об руку. Такое стратегическое изменение позволило Apple закрепиться в премиальном сегменте и вдохновило другие компании на создание аналогичных устройств. Эти примеры показывают, как радикальные изменения стратегии в ключевые моменты помогают компаниям не только выжить в сложных условиях, но и выйти на совершенно новый уровень. В критические моменты такие решения становятся решающими, открывая новые горизонты для бизнеса и меняя облик целых индустрий. Уроки из этих стратегических трансформаций показывают, что гибкость и готовность к переменам– это ключи к продолжению успеха в изменчивом мире бизнеса. Уроки из прошлого для успешного будущего бизнеса. Рассматривая уроки прошлого, которые могут стать ключом к успешному будущему бизнеса, стоит обратить внимание на практики таких предпринимателей, как Генри Форд. В начале 20 века Форд внедрил принцип конвейерного производства, который на момент казался революционным. Благодаря этому методу автомобили стали более доступными и создали новый стандарт в производстве. Этот подход не только изменил автомобильную индустрию, но и стал основой для массового производства во многих отраслях. Другой урок, который оказался значимым, это способность адаптироваться и реагировать на изменения. IBM, изначально занимавшаяся выпуском механических весов и кассовых аппаратов, смогла превратиться в лидера в области IT-технологий. В середине 20 века она акцентировала свое внимание на компьютерах и программном обеспечении, что позволило компании выжить и процветать в условиях стремительного технического прогресса. Еще один пример– это стратегическое планирование и долгосрочный взгляд на бизнес. Многие современные корпорации могут многому научиться у Джона Рокфеллера, который, создавая свою нефтяную империю Standard Oil, фокусировался на интеграции всех этапов производства и сбыта. Этот подход позволил сократить издержки и получить контроль над рынком, что стало основой его монопольного успеха. Эти примеры показывают, что осознание и применение уроков прошлого может быть эффективным инструментом в разработке стратегий, способных обеспечить процветание на долгие годы. Главное– это стремление к постоянным инновациям, адаптивность и дальновидность. Успех в бизнесе, как показывает опыт, зависит не только от уникальности идей, но и от способности учиться у предыдущих поколений, применяя их опыт в современном контексте.